Всем привет! Несколько лет назад на моем канале уже выходили видео про радиосвязь на страйкболе. Это было несколько обзоров радиостанций, гарнитур, а также серия из рубрики «Страйкбол для чайников». Если не видели, посмотрите. И вот недавно мне предложили на обзор очередную рацию от компании Baofeng. И я решил, что это неплохая возможность в очередной раз осветить данную тему радиосвязь в страйкболе, ну и поделиться с вами некоторым опытом, который я накопил за эти 2 года. Радиостанции от компании Baofeng в России очень популярны. У страйкболистов это вообще самый распространенный бренд. Я сам последние 5 лет пользуюсь их рациями. Сначала это была модель UV5R, а последние 3 года я использую модель UV82. Кстати, сравнительный обзор этих двух раций есть на моем канале. Почему же бренд Baofeng так популярен? Да потому что это очень дешевые китайские рации с отличным соотношением цена-качество. Самая ходовая модель UV5R стоит около 1500 рублей, в зависимости от мощности передатчика. И это, наверное, самая ходовая рация в России. Ну а сегодня у меня на обзоре одна из последних моделей BF-A58. Рацию на обзор мне предоставил интернет-магазин умной техники Sambox. У них на сайте вы найдете неплохой ассортимент различных радиостанций и аксессуаров, а также одни из самых низких цен в России. Кроме того, вы можете получить скидку в 3% по промокоду MARTI. Также не забудьте посетить их YouTube канал, ссылки я оставлю в описании к видео. Сначала, как обычно, распаковка. Комплект вполне стандартный для Baofeng. Рация, батарея, антенна, зарядка, гарнитура, клипса и шнурок. Что касается комплектации, Baofeng, как всегда, радует. Соберем нашу рацию. Хочу сразу отметить, что рация изготовлена довольно добротно. В руке она ощущается как серьезный продукт. Если сравнивать с моей нынешней рацией, моделью UV82, то корпус стал заметно массивнее и на вид как будто сделан из более прочного пластика. И кстати, отзывы в интернете вполне подтверждают мое предположение. Падение на бетон рация переносит довольно неплохо. Кроме того, по заявлению производителя улучшилась и влагозащищенность. Эта рация должна выдерживать не только брызги, но и кратковременное погружение под воду на глубине до 1 метра. Но я бы советовал этим не злоупотреблять. Вы можете совершенно не бояться использовать ее под дождем или уронить в лужу на несколько минут. Но если вы постоянно преодолеваете вброд водные преграды или лазите по болотам, то лучше купите что-то посерьезнее в несколько раз дороже. Потому что не может такая дешевая рация иметь защиту от воды на уровне с дорогими брендами. В остальном, на мой взгляд, это все та же знакомая многим модель UV82, только в более прочном корпусе для экстремальных условий. Внутрянка, мощность передатчика и органы управления точно такие же, хотя и есть отличия. Одно из них — это утопленные боковые кнопки. Если на старой модели UV82 кнопки слегка выпирали и вы вполне могли случайно их нажать, то на этой рации все кнопки утоплены в корпус, и вы случайно задеть их точно не сможете. Как и раньше, верхние 2 кнопки отвечают за вызов по одной из 2 частот, а нижние 2 включают FM-радио и фонарь. Разъем для гарнитуры также закрыт герметичной крышкой на винте, а под ней первое серьезное отличие. Формат разъема не Kenwood, как у всех предыдущих моделей, а Motorola. С одной стороны, это неудобно, потому что многие привыкли к старому коннектору Kenwood, но с другой стороны, разъем Motorola обеспечивает герметичное соединение и отличную фиксацию при помощи винта. Оторвать вы ее точно не сможете. Хоть рация и стала больше размером, но даже с прикрепленной гарнитурой она помещается в стандартный радийный подсумок. Напомню, что гарнитура идет в комплекте с рацией. Также вы можете купить любую другую гарнитуру. Лично я предпочитаю вот такие тангенты, которые крепятся на плече.
Что касается меню, оно абсолютно такое же, как и у других раций Baofeng. Можете легко найти подробную инструкцию по настройке на YouTube. Дам лишь ответ на самый часто задаваемый вопрос: как перейти с канального режима на частотный. Для этого зажимаете кнопку меню и включаете рацию. Теперь вы можете набрать нужную вам частоту, используя кнопки. Самое время проверить, на какую дистанцию бьет эта рация. При прямой видимости это может быть 10 или даже 20 километров, но это все при идеальных условиях, которых в реальности вы не получите. Поэтому мы протестируем качество связи на пересеченной местности. Заодно посмотрим, как будут вести себя антенны разной длины. В условиях страйкбола использование базовой антенны более чем достаточно, но лично я уже несколько лет пользуюсь короткой антенной. Она сильно не торчит и не мешает, это плюс. Но при этом дальность связи, особенно на пересеченной местности, заметно уменьшается. Ну а если вам необходимо увеличить дальность и качество связи, то вам придется купить антенну подлиннее. Итак, у нас есть две одинаковые рации, обе работают на максимальной мощности в 5 Вт. Сначала я испытаю короткую антенну. Отъезжаю на 1 километр. Алена, на связь, как слышно? Хорошо. Повтори еще раз и посчитай до 5. Прием. 1, 2, 3, 4, 5. Принял. Отъезжаю дальше. Связь вполне нормальная. Отъезжаю еще на 1 километр. Алена, как слышно меня? Прием. Повтори еще раз, как слышно меня, посчитай до 5. На этом расстоянии слова еле различимы, но если поставить базовую антенну, то качество связи вполне приемлемо. 1, 2, 3, 5. Принял, еду дальше. Отъеду сразу еще на 3 километра. Алена, как слышно меня? Прием. Базовой антенны уже недостаточно. Ставлю длинную. Алена, как слышно меня? Прием. Прием. Нормально. Посчитай до 5. 1, 2, 3, 4, 5. Принял, еду дальше. Как видите, даже на расстоянии в 5 километров связь вполне приемлема. К сожалению, дальше камера перестала снимать, но скажу честно, что на расстоянии в 7 километров рация почти перестала принимать сигнал. Поэтому в условиях пересеченной местности оптимальным радиусом действия этой рации считаю 1 километр с короткой антенной, 2-3 километра со стандартной антенной и 5-6 километров с длинной антенной. На мой взгляд, для страйкбола этого более чем достаточно. Радиус покрытия можно заметно увеличить, используя качественную внешнюю антенну, особенно если поднять ее повыше. Но в рамках страйкбола это актуально разве что для штаба стороны. Надеюсь, это видео будет вам полезно. Ссылки на рацию и аксессуары в описании к видео. Не забудьте также о промокоде на скидку. Ставьте лайки, подписывайтесь и будьте на связи.